Привет, вы на канале Яхта на колесах, меня зовут Антон, а мы в Германии на выставке Караван-салон Дюссельдорф. И сегодня у нас обзор Hummer BMCT 550. Здесь у нас есть также вариант 2-5 спальных мест. Будем разбираться внутри, как это выглядит. Особых каких-то сверхновых опций нет. У нас есть новый двигатель у Mercedes 2-литровый. И у нас здесь 150 лошадиных сил в данной комплектации, у которой здесь установлена длина машины 6,99, 7 метров. Ширина 2,29, 2,30, точнее будет, если усреднить. И высота 2,96. Машина белая, поэтому у нас White Line, вот такая вот серия, и сразу же идем внутрь. Внутри у нас максимально уже обжитое пространство, постарались промоутеры Hummer. Естественно, в кабине все, что связано с Mercedes-Benz Sprinter, мультимедиа, все помощники. Смотрите про них подробнее в предыдущих роликах, не буду углубляться, везде все одинаковое здесь в кабине. Все различия начинаются, когда мы попадаем в жилое пространство. В прошлых двух обзорах отсюда с выставки у нас был вариант с кожаным салоном и комбинированная кожа-ткань. Сейчас в этой машине полностью тканевый салон. Давайте обсудим в комментариях вообще, какое решение с точки зрения обивки вы считаете самым практичным, или, может быть, отдаете предпочтение тому, чтобы это выглядело красиво. То есть кожа, как правило, все-таки менее маркая, но при этом там в жару не так комфортно сидеть. На текстиле поприятнее, но текстиль больше пачкается. Вот есть такие моменты. Во всяком случае, Hummer предлагает решение на любой вкус. Столовая группа. Разворачиваемся на водительском, на пассажирском месте, угловой диванчик и, собственно говоря, вот и все. Спальные места. У нас есть возможность опустить стол. И дополнительно заказав сюда подушку, мы получим еще здесь такое спальное место небольшое, детское или гостевое, скажем так. Далее у нас еще два спальных места. Это опускаемая кровать. Она электрическая, опустить я ее не могу, потому что сотрудники Hummer забрали ключик, а без ключика кровать у Hummer не опускается. Соответственно, вам придется включить фантазию или посмотреть наши предыдущие ролики с подобными кроватями, чтобы увидеть, как она выглядит в разложенном состоянии. Вот она здесь опускается, перекрывает немножко проход, но пройти можно вот благодаря этому вырезу. Далее у нас кухня. Я буду периодически сравнивать с 680-м эту модель, потому что они во многом похожи, но при этом есть различия. Вот, по сути, поскольку мы сравниваем, по большому счету, планировки, вот я предлагаю прямо в серии роликов смотреть, сравнивать, выбирать. Поэтому вот буду периодически отсылаться. Здесь у нас кухня, так же, как в 680-м, вот этот чуть-чуть такой Г-образный островок. Есть плита. Плита Dometic, 3 огня, электроподжиг, ручки расположены ниже и ящики, соответственно, для вилок, ложек, лоток, 15 килограмм, нагрузка на все ящики. И тут еще два ящика, побольше, поменьше. В нижнем где-то, нет, вот здесь вот у нас должна быть урна. Да, есть урна, лоток, фиксируется на двери. И еще один ящик, глубокий, большой. По кухне в целом все, кроме того, что здесь еще есть розетки 220 вольт, раз, два, 3 штуки и 2 USB порта. Кстати, в 680-м в прошлом ролике здесь был Type-C и USB обычный. А здесь у нас вот два Type-A, или как они, Type-B, который наш привычный USB забыл. Холодильник Тедфорд работает от газа, электричества 220-12 вольт, объем 140 литров. То есть поменьше маленький холодильник, но морозильная камера есть внутри также. И напротив у нас вот опять-таки различия. Здесь санузел комбинированный в одно единое пространство. Дверь у нас ничего не перегораживает. Просто открываем и заходим в санитарный блок. Здесь у нас душевая кабина получается из вот таких дверок. Раскрыть их сейчас не могу, потому что лежит поддон. А все это разбирать немножко
занимает время, а у нас здесь толпа людей, потому что на выставке очень много народу, поэтому вот представьте, вот эти двери вот сюда у нас просто закрываются, и вот у нас, пожалуйста, душевая кабина вот в таком пространстве. Немножко, конечно, это все компактно, но это уже вот такое вот решение, тут каждый выбирает планировочку под себя. Раковина, даже с небольшой поверхностью рядом, и туалет Тедфорд, задвижка, которая перекрывает туалет, вместе с кнопкой слива и с индикатором заполненности кассеты. Это вот новое сейчас вот во всех Hummer'ах установлен именно такой туалет Тедфорд. Это не может не радовать, удобно, особенно когда, там, если это в прокатном парке или вообще кто-то там гости у вас зашли, это более интуитивно понятно, когда все в одном месте, а не надо там задвижку где-то внизу искать. Ну и, конечно, основная спальня. Здесь у нас есть место для хранения вещей еще, шкафчик, и в ступеньках тоже вот раз. Ну и, конечно, здесь еще есть гардероб, и внизу достаточно большое место, еще полочка. И, по сути, кровать это такое ключевое, ну, санузел и кровать. Это ключевое отличие между 680 моделью и вот как раз этой. Потому что у нас здесь кровать расположена не вот вдоль большая, в которой почти что трехместная получается, а нормальная, полноценная, но двухместная кровать поперек автодома. Мне в целом нравятся такие кровати, они как будто даже уютнее и меньше места в самой машине занимают. Из чего-то интересного здесь у нас еще USB-розетки, обычная розетка, фонарики, ну и, конечно же, шкафчики есть. И, кстати, вот это у нас как раз-таки подушка, которая делает в столовой группе такое дополнительное спальное место. Ну и шторка, конечно, есть, которая закрывает эту спальню, у нас отгораживает от остального жилого пространства, создает дополнительный уют. При входе у нас расположился телевизор. Он у нас сейчас входит в комплектацию. Вот опять-таки в 680-м мы видели поменьше телевизор на очень удобной подставке. Все, здесь уже снят фиксатор. А здесь у нас побольше телевизор, 32 дюйма. Вот таким образом разворачивается. Да, он так хорошо не развернется в спальню, но в сторону столовой у нас прямо огромная диагональ. И вот за счет вот этого вертикального поворотного механизма возможно такая диагональ. И следующий важный момент. Новый пульт. Он, во-первых, очень изящный, классный, сенсорный, не тупит, быстро работает, и его можно подключить к телефону через приложение и дистанционно управлять всеми системами жизнеобеспечения автодома. Здесь у нас и антенна раскладывается, включается, и здесь мы можем посмотреть запасы воды, температуру, там, ну, в общем, в принципе, все, что есть в автодоме, управляется здесь. И там проверить подключение к сети, зарядку. Вот, например, можем отключить 12 вольт. Вот я сейчас отключил, весь свет погас. Ну, не совсем весь, потому что на выставке еще установлен сверху дополнительный свет. И справа управление печкой Трума. Трума у нас здесь газовая, 6 киловатт мощность. Багажник здесь весьма тоже просторный, немножко поменьше, чем в 680-й, потому что машина покороче. Но в целом места тоже достаточно. Нагрузка также 350 килограмм, но может быть расширена опционально до 450, если заказать дополнительное усиление. Здесь у нас есть, естественно, крепление по краям для грузов с двух сторон. Полочки, две розетки 220 вольт для зарядки каких-нибудь электросамокатов, велосипедов, всего, что вы можете спрятать в багажник и безопасно здесь заряжать. Еще одно важное отличие. Я хвалил в прошлом ролике классный новый замок современный, который одним движением открывается, закрывается, ключ рядом, это очень удобно. А вот это старый тип замка, вот он мне нравится меньше. Он, конечно, тоже удобный, проверенный временем. Одной рукой повернули один, потом второй, закрыли, защелкнули. Но когда это можно сделать одним движением одной рукой, мне кажется, все-таки это поудобнее. Далее по правому борту подключение к сети 220 вольт и кассета. Она вот такая вот продолговатая, но такого же стандартного объема, 20 литров объем кассет. По левому борту специально как мог для вас просто пробрался здесь под машинами, чтобы хоть как-то заглянуть. Машины стоят очень плотно. Здесь у нас газовый отсек, 2 баллона по 22 литра. Дальше идет внизу лючок, доступ к печке Трума. Соответственно, потому что она расположена также у нас в шасси внизу. И далее заливная горловина чистой воды. Ну и вторая дверь багажника. Hummer BMCT 550 мы сегодня с вами посмотрели. Внимательный зритель мог заметить, что я ни слова не сказал про объемы баков. И это важный момент и важное замечание. И у меня есть ответ на этот вопрос. У нас здесь SLC шасси и новая система баков и то, как они расположены. Выглядит это все примерно вот так. За моей спиной стенд. Вот таким образом в полу расположены все коммуникации.
то, что нам позволяет как раз-таки SLC шасси. Бак чистой воды увеличен, 180 литров объем. Бак серой воды 150 литров, как мы видим. Вот такой ящик выдвижной в сторону может быть установлен вот в эту нишу, куда я ноги опускал, вот это вот место. Оно в нашем случае просто через пол получаем, но может быть опционально вот какая-то такая вот конструкция быть. И дальше, собственно говоря, вот блок электрификации. Здесь у нас установлены аккумуляторы, предохранители. И, собственно говоря, снаружи мы тоже можем получить печка Трума с бойлером, расположена в передней части, в отсеке. Вы часто пишете как раз-таки про объем воды, про то, что маленькие баки. Вот в Hummer постарались, увеличили это насколько возможно. Надеюсь, вам, нашим любимым зрителям, это понравилось. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. У нас продолжают выходить ролики из Дюссельдорфа. У нас много впереди приятного и интересного. Задавайте ваши вопросы в комментариях. Меня зовут Антон. До новых встреч. Пока.